Всем добрый день, ребят! Сегодня у нас такая машинка с проблемой с КПП. Вообще не втыкается, не включается третья передача. Человек проездил так несколько месяцев с этой бедой. Вот сейчас мы попробуем это все довести до ума. Вот, поехали. Тыдыщ. Ну что, пошли работать? Для начала расштопориваем и откручиваем ступичные гайки гранат, для того, чтобы выкрутить и привода демонтировать. Гранаты раскручены. Такая же ситуация с той стороны. Демонтировал корпус воздушным фильтром вместе с патрубком впускным. Раскручиваем КПП. Колесо откручено. Вот, откручиваем нижний рычаг. Так, нижний рычаг снят. Вот он, нижний рычаг. Вот, вместе с тягой. Далее. Один болт уже откручен. Крепление КПП. Откручен болт крепления модуля зажигания. Откручен стартер. Откинуты провода. Провод. Отсоединен тросик сцепления. Ну и, собственно, все. Осталась подушка до болты крепления к двигателю. Сливаем масло с КПП. Состояние колодок. Колодок просто нет. Практически. Откручиваем подушку КПП и вытаскиваем коробку. КПП демонтировано. Начинаем разборку. Демонтировали верхнюю крышку пятой передачи, если быть более точным. Демонтировали фиксаторы скоростей с пружинками и шариками. Сейчас откручиваем фиксирующий болт вилки пятой передачи. Включаем пятую передачу и включаем любую другую передачу. То есть нам нужно заблокировать валы, для этого нужно включить две передачи. Для этого ширяем любую передачу, которая включится, и включаем вручную пятую передачу. Как я и говорил, для этого нужно выкрутить болт, поднять вилочку, самостоятельно включить пятую передачу, и включится у вас две передачи таким образом. Вот пятая передача демонтирован. Пятая передача в идеале. Вилочка не потертая по бокам. Ощущение, что коробка делалась. Не забываем про дистанционную шайбу, их не перепутать. Их две. Одна до подшипника, другая после. После блока пятой передачи идет толстая шайба. Площадка под блоком пятой передачи раскручена. Там 4 болта под ударную отвертку. Вот. И, соответственно, нужно сейчас раштопорить. Вот они, штопорные колечки подшипников. И снимаем крышечку. По кругу я уже раскрутил. Здесь болты по периметру. Вот. Нужно раштопорить подшипники и снимать крышку, располовинивать. Подшипники раштопорены. Теперь подстукиваниями. Так как у нас КПП собрано на герметике, располовиниваем, разъединяем половинки. Располовинили. В целом на вид пока шестеренки выглядят в идеал, но немножко вызывает подозрение синхрон третьей передачи, но опять же она даже с хрустом не включалась. Насчет механизма выбора передач пока тоже непонятно, почему нужно все-таки раскидывать до конца, выводить из зацепления вилки, тогда будет видно, я думаю. В общем, дефектовали КПП, а точнее дефектовали конкретно причину не включения третьей передачи. Оказалось все банально. Коробка вся делалась, мы ее все пересмотрели. Шестереночки все идеальные, все классно, но косяк сборщика КПП.
неправильно установили синхрон третьей передачи, в результате чего муфта-скольжение не включалось. Блин, ну не получается у меня одной рукой, ребят. Она уже включается. Извините, не получается у меня одной рукой. На перекос идет. Вот. В общем-то, сейчас все включается, синхрон установлен правильно. И все, собственно говоря. Хозяин уже сообщил, что делался малокровью. Сегодня мы уже останется поменять сальники для профилактики. Вот. И собственно и все. Замылка деталей. Все резьбовые соединения будем также промазать фиксатором резьбы, в том числе и механизм переключения передач. Установлен первичный вал. Обязательно все детали должны быть смазаны. Из небольших нюансов по сборке, которые я уже и сам, если честно, подзабыл. Первичный и вторичный вал должны монтироваться одновременно, то есть зацепление выставить по шестеренкам и вставлять одновременно. Иначе, если вы, как я, попытаетесь сначала первичный, а потом уже устанавливать вторичный, он у вас просто не будет вставляться, не будет залазить. Поэтому вставляем их одновременно и уже потом вставляем паразитную шестеренку задней скорости. Вставляем паразитную шестеренку. Плоскость промазана герметиком, проклеена. Ожидаем, пока немножечко подсохнет, и кидаем вторую половинку. Половинки накинуты. Так, теперь внимание, протягиваем равномерно. Равномерно протягиваем половинки. Крышка обтянута. Везде выступает герметик. Вот. Но главное при нанесении герметика на наружный край наносите больше, а на внутренний, соответственно, практически это минимальнейший слой, чтобы не выдавило это особо в картер КПП. Итак, начинаем собирать дальше КПП. Отработали сегодня рабочий день на основной работе, теперь продолжаем. Так, осталось тут малость, фиксаторы позакручивать, датчики, датчик и фиксатор задней скорости, ну и непосредственно вот эту штукенцию. Короче, приступаем, собираем пятую передачу. Вот, поехали. Так, обтянул, закрутил ударной отверткой. Я думаю, видно по болтам. Вот, обтянул. Ну, я не знаю, как хотите так назвать. Назовем это площадку подшипников КПП. Можете поправить меня в комментариях, я буду рад самообразованию. То есть я только за. Как это правильно называется, эта площадочка, я не знаю. Так, ну что, проклеиваем герметиком. Куда я разогнался. Устанавливаем шестерни пятой передачи, блок шестерен пятой передачи. Итак, блок пятой передачи собран. Осталось только затянуть и заштопорить валы. Вот, но вилку сразу не закручиваем, потому что нужно нам будет, для того чтобы закрутить валы, нам нужно будет их заклинить. То есть включить две передачи. Как я это и делаю. Включить пятую передачу, поэтому мы и не прикрутили вилку. И включить любую другую передачу, соответственно, кулисой. Далее, но лучше, я думаю, будет сначала поставить фиксаторы. То есть это вот эти вот гаечки, пружины и шайки. Тут было на герметику собрано. Мы его почему-то еще не зачистили. Вот, сейчас, наверное, зачищу и все-таки посажу также на герметик, как и было. Вот так, ставим фиксаторы. Фиксаторы закручены. Поступил так же, как и было, на герметик. Хотя, если честно, он здесь нафиг не нужен. Ну да ладно.
Так, ну что, и включаем две скорости. Вот, включаем пятую. Так, пятая у нас включена. Ну и, собственно, любую, которая у нас... Блин. Вот это, кстати, включилась третья передача. Наша любимая. Все, сейчас включены две передачи. И затягиваем валы, штопорим. Все. Ну, собственно, и все. Валы заштопорены, точнее гайки валов. Все, проклеиваем крышку и устанавливаем крышку пятой передачи. Секунду, еще нужно будет закрутить вилочку пятой передачи и смазать все это на резьбовой герметик. А пока проклеивается крышечка, поясню насчет сальников. Вот он, комплект новых сальничков. Сальники приводов гранат, точнее сальники внутренних гранат, разных цветов. Но различаются они даже не сколько цветами, это просто как на заметку, может быть, чтобы было проще. Сейчас фокусируется. Здесь стрелочка с обратной стороны. Это направление движения. Соответственно, согласно направлению движения, устанавливайте справа или слева ваш сальник. Я думаю, разберетесь. Стрелочку на обратной стороне смотрим и ставим согласно направлению движения. Новый сальник установлен. Вам на заметку. Коричневый получается у нас левый привод. Вот, крышечка уже проклеена, сейчас будем устанавливать крышечку. Крышка пятой передачи обтянута. И здесь тоже. Сальник установлен. Закручен датчик. Установка сальника первичного вала. Сальничек набиваем вровень. Далее устанавливаем вот эту вот площадочку. И она сама, когда вы будете затягивать болты, она сама задавит сальник настолько, насколько это необходимо. Как я и говорил, устанавливаем вровень сальничек. Далее. Вот этот буртик задавит его ровно настолько, насколько это необходимо. Вот и все. Сальник затянут, накрыт этим пыльничком, назовем это так. Устанавливаем выжимной подшипник. Перед установкой выжимного подшипника обязательно смазываем и шлицевую. И главное, это то, по чем ходит непосредственно выжимной подшипник у нас. То есть по вот этой вот направляющей. Такое собрано. Готовимся к монтажу на двигатель. КПП, установленный и прикрученный к двигателю, уже висит на подушке на одной из двух. Привод вставлен. Шлицевая привода помазана. Сейчас буду вставлять в свое место в ступицу. И крутится вторая подушка. Итак, ну что, бюджетный ремонт КПП подходит к концу. Осталась мелочь: запустить двигатель, выдавить воздушную пробку системы охлаждения, потому что у нас патрубок соскочил и вытекло некоторое количество жидкости и долили. Вот, осталось это мелочь: закрутить уши, то есть закрепить воздушный фильтр. А коробка, собственно, установлена, отрегулирована. Сейчас только нужно все это проверить. Гайки заштопорены. Вот. Все, пытаемся запустить. Запускается она, я так понял, несколько печально. Ну, сейчас посмотрим. Так, где у нас насос заработал? Ну что, пробуем запускать. Да, я отвык, конечно, от такой работы двигателей. Ну да ладно. Пусть набирает температуру, нам нужно понаблюдать за системой охлаждения. Коробку в это время. Третья. Включается. Все передачи втыкаются. Вот, проверяем.
Третье. Все скорости работают, даем прогреться машине. Время ровно 11 ночи. Воздушная пробка практически выгнана. Ну, долили литра 3 не меньше уже, если не больше. Температура уже держится. Печка дует горячим. Собственно и все. Сейчас еще дождемся одного срабатывания вентилятора. И на этом все. Ребята, все ничего, но я не могу не запечатлеть это зеркало заднего вида. Точнее, боковое зеркало заднего вида водительской двери. Обращаем внимание на саморез. Обращаем внимание на какую-то подкладушку, что-то типа поролонового. И вот это. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну, в общем, я думаю, понятно смысл, да? Это как бы боковое зеркало, если что, можно использовать в качестве, ну, знака спасибо, если вам помогли. Как-то так. Сработал еще раз вентилятор. Смотрим на температуру. Температура уверенно падает. Печка. Печка дует горячим. Ну, собственно, и все. Ребят, ну, по истечении всего ремонта еще хочется очень обратить внимание тут на вот такой нюанс. Это такой есть разворот. Кокарда, блин, это вместо антенны приклеили кокарду. Твою мать, ну это, конечно, первый раз. Эта машина по-своему все же уникальна. Так, ну а на этом, собственно, ремонт КПП данного автомобиля закончен. Исправили косяк с третьей передачи, обновили сальники, зачистили, замыли, все помыли, все как положено, отрегулировали кулисы, сцепление. Все включается, все выключается, собственно, как и должно работать. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами были Александр и Родион. И что своими руками. Вот так.